Всем привет! Сегодня вашему вниманию предлагаю посмотреть обзор грядущей, не побоюсь этого слова, супер новинки от фирмы ICM. Американский ударный вертолет AH-1G Cobra, да еще и в огромном 32 масштабе. На российском рынке модель появится в продаже в июне этого года, но мы уже сейчас сможем посмотреть и сможем понять, нужна ли нам эта модель в коллекцию. Хотя для себя я уже все решил. Но пока я коробку не открыл, хочу вам сообщить о начале предзаказа на еще одну прекрасную новинку, но уже от российской фирмы «Звезда». И новинка это российский зенитно-ракетный комплекс Tor-М2 в 35 масштабе. Модель также выйдет на рынок в июне этого года. Прямо сейчас, оформив у нас предзаказ на сайте i-modelist.ru, вы совершенно бесплатно получите очень нужный набор фототравлений от фирмы Microdesign. Это профнастилы и сетки, которые можно будет потом купить, но уже по цене около 900 рублей. И это еще не все. Также будет вам предложена скидка на 20% на любой следующий заказ. И еще скидка 30% на всякие нужные плюшечки. Это и фигуры, и маски, фототравления, ракеты, набор красок, железные и пластиковые траки, катки и ленивцы. Так что спешите. Ссылки оставлю в описании к видео. Ну а теперь поехали по Кобре. В коробке цветная инструкция, пакет с литниками, декаль, и брошюры с рекламой новой краски от ICM. По габаритам модели сначала. Длина собранной будет составлять 422 мм. Количество деталей в наборе 226. Первый литник, конечно же, с фюзеляжем вертолета. Сразу смотрю на клепку и на расшивку. И вы посмотрите. Конструкторы из ICM очень постарались и сделали все как надо. Вот просто идеально. Хочется сделать параллель с другим новым вертолетом, но уже от российской фирмы. Хочется, но не буду. Здесь-то все как надо. Экипаж вертолета 2 человека. Очень хорошая проработка кокпита. Приборы я бы заменил на травленые. Площадь остекления вертолета большая, поэтому видно будет все очень прекрасно. Кресла кабины пилотов собираются из 5 частей. Достаточно неплохие, хотя и не имеют привязочных ремней, их нужно добавлять. Вертолет не имеет колесного шасси, шасси здесь лыжного типа и также очень хорошо здесь проработаны. Приборные панели, циферблаты, кнопки и рычаги все на месте. В наборе есть декали на эти детали, но опять же, по моему мнению, они лучше всего выглядят фототравленными и желательно уже цветными. Модель опционно можно собрать и в стояночном варианте. Предусмотрены колеса, которые клеятся на лыжи, и буксировочная жесткая сцепка. AH-1 был разработан компанией Bell в начале 60-х годов прошлого века. Первый полет совершил в 1965 году. Широко, даже очень широко использовался во Вьетнамской войне. Было выпущено более 1000 штук. Да он и сейчас используется. Прародич Кобры, также известный вертолет Хьюи. Литник номер 3. Вертолет имеет один несущий и один рулевой винты.
Лопасть несущего собирается из двух частей и выглядит очень внушительно. Хвостовая часть дана в двух вариантах. Так как этот набор на раннюю версию вертолета, то, видимо, второй вариант дан на будущую версию. Задел, так сказать. И опять клепка. Вот молодцы. И заключительный литник. Литник с вооружением. Вернее, заключительные два литника, они одинаковые. Вооружение. 7 62 мм многоствольный пулемет. 40 мм гранатомет. И ракеты. Также здесь присутствуют и колеса. Как на транспортировку, о которой я уже говорил ранее. Декаль. Довольно большой лист с большим количеством технической информации. По вариантам окраса поговорим, когда посмотрим инструкцию. Литник со стеклением кабины пилотов. Детали тонкие и прозрачные. Фонарь сделан или состоит из 5 отдельных частей. Удобно это или нет, пока не знаю. Узнаю, когда буду собирать. Вернее, наслаждаться сборкой модели. Я так думаю. Вот теперь инструкция. Инструкция цветная. С отличной печатью на глянцевой бумаге. Ее приятно взять в руки. По качеству уже близко напоминает, например, инструкцию от модели чешского Эдуард. Два языка, русский и английский. Описание прототипа. Тактика, технические характеристики Кобры. Краски даны под фирму ICM, Revell и Tamiya. Далее содержимое набора. Красным выделены детали, которые здесь не используются. И сборка. Сборка очень подробная, прям шаг за шагом. Все разжевано. Шаблоны масок. Это очень удобно, хотя обычно я их покупаю отдельно. Варианты подвесного вооружения. И первый вариант окраса. Первый вариант синий Макс. Вариант номер 2 AH1G Cobra, раннее производство. Предположительно Cobra NE TT. Третий вариант. Батарея 2-го батальона 20-го артиллерийского полка, воздушно-реактивная артиллерия. Первая кавалерийская дивизия аэромобильная. О боже мой. И четвертая версия. Ноябрь 1969 год. Капитан Лубуа, командир вертолета. Ну, то есть всего 4 варианта. Выбрать можно один, ну, естественно. Ну и как вам набор?
Годный? Я думаю, что да. А как вы думаете? Приобрести его вы сможете на нашем сайте i-modelist.ru где-то в середине, в конце июня. Ну и каких-нибудь допов мы, конечно, добавим, чтобы у вас сомнений не оставалось. Не забудьте оставить предзаказ на Тор. И не забудьте про травлог, который мы подарим к нему. А на этом на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Жду ваших комментариев. Всегда с удовольствием на них отвечаю. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.